Здравствуйте, дорогие водолеи! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 19 по 25 февраля. Достаточно много разных событий может вас поджидать. Давайте узнаем конкретно, какие именно. Наливайте чай, кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем. С понедельника Солнце меняет свой знак и входит в созвездие Рыбы. До 22 марта оно будет там находиться. А это ваш второй дом гороскопа. О чем это говорит? Во-первых, Солнце засветит какие-то важные моменты в финансовом плане, потому что второй дом – это все, что связано с деньгами, с заработком и с тратами. Может быть, если вы находитесь в поиске работы, то в течение этого месяца вы наконец-то найдете то самое место, о котором мечтали всю жизнь. Либо подработка, может быть, появится, которую вы тоже искали. Затем, когда Солнце находится в Рыбах, все тайное становится явным. Если вы спрятали куда-то свои деньги от посторонних глаз, то кто-то о них может узнать. Либо, может быть, долги вы какие-то не смогли закрыть, и об этих долгах узнают либо родственники, либо судебные приставы, либо еще кто-то. Затем, желание делать добро – это тоже Солнце в Рыбах. Может быть, вы поможете финансово своим родственникам, друзьям, знакомым, коллегам, одолжите им деньги. Протянете руку помощи, вам захочется просто быть вот светлым, добрым человеком в этом плане. Но опять же, дорогие водолеи, не стоит всем давать деньги, иначе вы попадете в финансовую яму и придется постоянно искать себе подработки. Ну и Солнце в Рыбах – это еще желание быть наедине, потому что знак зодиака Рыбы – это все-таки внутренний такой знак, постоянно думающий, постоянно переживающий, очень чувствительный. Поэтому здесь тема денег может вас очень сильно беспокоить. Либо вы будете как-то себя нагружать, что их не хватает, нужно что-то с этим делать. Вы не можете позволить себе купить что-то, и в течение месяца будете стараться выйти на тот уровень заработка, который вам поможет наконец-то купить то, что вы хотите. Помимо всего прочего, второй дом гороскопа – это момент, когда будут проявляться таланты, способности. Может быть, вы найдете в себе в течение этого месяца какую-то новую стезю, какой-то новый дар откроете в себе, водолеи, и будете на этом зарабатывать, возможно. Хобби – это тоже второй дом. Может быть, вы, основываясь на своем хобби, будете зарабатывать деньги, услуги какие-то предлагать. И это действительно у вас получится. Ну и второй дом – это также база ваша, опора, ресурсы. Поэтому здесь в течение месяца не стоит перегружать себя действительно какой-то физической нагрузкой или умственной, чтобы сохранить себя в целости и сохранности. Вторник и среда. Луна в знаке зодиака Рак, в вашем шестом доме гороскопа. Это говорит о том, что вы можете столкнуться с ситуациями, когда вами будут манипулировать. Какие-то люди будут влиять на вас, на ваши отношения, на ваше мнение, на ваше решение. Может быть, это будет руководитель, который скажет: нет, ты не прав, мы будем делать так. Или ваш коллега, или ваш партнер будет не соглашаться с вами. Или, наоборот, стараться все ваши действия куда-то направить в другую сторону. Вот здесь будет какая-то борьба между внутренним вашим голосом и внешними факторами. Вот здесь, водолеи, нужно четко понимать, кто вами руководит, давать этому человеку волю или нет. Шестой дом – это все, что связано с работой, с вашими обязанностями. Возможно, вы попадете в такое ностальгическое состояние, потому что Луна в Раке – это ностальгия, это воспоминания, это все, что касается вашего прошлого. Вы захотите, может быть, вернуться на старую работу, или подумайте о том, как было хорошо, замечательно там, какой коллектив был замечательный, какое руководство было замечательное, и премии были классные, и вообще все было здорово. Почему я оттуда ушел или ушла? О Господи, о Господи. Будете вспоминать какие-то приятные моменты. Затем шестой дом – это домашние животные, может быть. Если у вас есть домашнее животное, свозите его к ветеринару или что-то ему купите, или уделите ему немножко времени, либо будете просто просматривать фотографии, где вы были маленькими, вместе с собачками, с кошечками, и вот прям вот поддаваться ностальгии. Помимо всего прочего, Луна в Раке – это романтическое настроение, это захочется обнимашек, целовашек со своим любимым человеком или просто с друзьями, если вы еще одиноки, с родственниками. И также Луна в Раке – это материнское чувство вызывает. Больше с детьми захотите общаться, больше с ними гулять, больше их воспитывать, проявлять к ним внимание. Ну и также шестой дом – это все, что связано со здоровьем, поэтому здесь, конечно, может быть, я вернусь к
началу. Может быть, это будет врач, который будет манипулировать вашими действиями. Он скажет то, что вот нельзя физическими нагрузками сейчас заниматься, а у вас работа связана с физическими нагрузками. Какие-то ограничения, может быть, врач будет выставлять. В любом случае, водолеи во вторник и в среду нужно обратить внимание на свое здоровье. Если что-то беспокоит, то непосредственно нужно сразу обращаться к врачу, к специалистам, не затягивать лечение. В пятницу планета Меркурий переходит в знак зодиака Рыбы, ваш второй дом гороскопа, там, где находится Солнце. И это будет погружение в себя, погружение в какие-то свои финансовые вопросы. Опять же, да, тут вроде бы как бы еще усилится. И там и так Солнце во втором доме, а сейчас еще и Меркурий. То есть все мысли, все мышление, весь ум будет забит деньгами. Где же их взять? Почему мне вечно их не хватает? Почему я не могу купить это? Почему я не могу купить то? Почему я не могу расплатиться с долгами? Все это будет вот прям вот, знаете, вас внутри нагнетать, как будто вы сами будете накручивать вот это вот все сами себе. Менее активны будете, потому что вся энергия будет уходить вовнутрь. Опять же, да, Меркурий в Рыбах — это вовнутрь энергия уходит, не внешне проявляется, когда, допустим, Меркурий у себя в обители в Близнецах, когда все, хочется общаться. Здесь, наоборот, вся энергия уйдет вовнутрь в пятницу, начиная с пятницы. Затем, мечты какие-то, желания, вы можете погрузиться в какие-то иллюзии касательно денег. Ой, как было бы хорошо, если у меня был бы $1 миллион, я бы жил или жила на Мальдивах. Или каталась бы туда каждую пятницу. Вот какие-то такие мысли могут вас посещать, мечты какие-то. Либо вообще планы у вас поменяются, водолеи. Вот начиная с пятницы, все, что касается денег, заработка, что-то может прийти, какие-то новые возможности, новые шансы заработать, новые знакомства могут завязаться, и причем как-то сами собой. То есть вы даже напрягаться не будете, вы будете об этом думать, а люди будут сами появляться в вашей жизни, которые могут предложить вам какое-то заманчивое предложение. Поэтому здесь будьте начеку. Затем, Меркурий в Рыбах — это новость, которая может прийти к вам в жизнь, и вы будете ее постоянно мусолить. Что-то, какая-то информация придет, и словно вы будете ее накручивать каждый день, не отпуская своей головы. Поэтому здесь очень важно, водолеи, не уходить внутрь себя и постоянно думать об одном и том же. Это абсолютно ни на что не повлияет, кроме как на здоровье, на ваше, и причем в негативном ключе. Затем, прислушиваться нужно к внутреннему голосу. Меркурий в Рыбах призывает к этому. Вот как интуиция вам подсказывает, нужно это делать или не нужно. Вот начиная с пятницы, слушайте себя. Вот как вот говорит ваше сердце вам, так и поступайте. Не нужно быть под влиянием, под чем-то. Или под какими-то, знаете, вот делать или не делать, вот под какими-то такими выборами. Вот слушайте себя. Если внутренний голос говорит: да, мы рискнем, рискуйте, у вас обязательно все получится. Ну и выходные, дорогие мои водолеи. Луна в знаке зодиака Дева в вашем 8-м доме гороскопа. Это момент, когда вы захотите навести порядок, особенно с долгами, с кредитами, с ипотеками, которые тянутся уже давно, может быть не месяц, а может даже и не несколько месяцев, а годами. Как будто вот что-то, какой-то шлейф из прошлого тянется, и вы за собой это все тянете. Вот постоянно какие-то проблемы, долги, кредиты, постоянно не могу вот это заплатить, это закрыть. Мысли будут о том, что все, пора навести порядок, нужно с этим заканчивать, нужно открывать новые двери, новые перспективы. Здесь вы можете подумать об этом в выходные, что все, с меня довольно. Нервозность может быть некая, опять же, да, по отношению к тому, что какие-то долги, кредиты не закрыты, и вы можете нервничать по этому поводу, но не стоит так себя накручивать, опять же, да. Раздражать будет вас какое-то, знаете, отношение близких, как будто вот вы им душу раскрываете, а они: ой, да все ерунда, да все наладится, да все будет хорошо. Вы хотите вот поддержки, а человек не может вам ее проявить. И либо вы попросите кого-то, да, какую-то просьбу любимому человеку, либо близким друзьям: вот, пожалуйста, вот сделай это. А человек может либо забыть о вашей просьбе, либо как-то вот небрежно отнестись. Поэтому здесь, опять же, не стоит себя накручивать, что вас никто не любит, вы никому не нужны, ни в коем случае. Потому что человеческий фактор может быть во всем, всегда, везде, мы не роботы, поэтому здесь нужно просто простить и попросить еще раз. Слушай, не сделал, ну пожалуйста, вот я прошу тебя второй раз, ну вот третий, на четвертый все, я возьму пистолет, тебя пристрелю. Поэтому здесь очень важно сохранять спокойствие, водолей.
Ну и Луна в Деве — это еще момент, когда вы будете стараться помочь другим. Помимо себя еще и другим захотите помочь. И помочь тоже в сфере касательно кредитов, денег, каких-то советов по поводу операций, советов по поводу лечения, здоровья. Вы можете как будто влезть в чужую жизнь и начать там что-то шебуршить ручкой и говорить, что так не делай, это не делай, то не делай, сделай так, сделай то. То есть вы можете, знаете, как будто вдохновляться хорошими помыслами, чтобы действительно человеку помочь. Вы будете ему что-то говорить, что-то советовать, а человеку это абсолютно от вас не потребуется. Поэтому здесь, Водолеи, пожалуйста, не лезьте в чужую жизнь. Можете что-то посоветовать человеку, если вас спросят, и все. Пусть сама решает свои проблемы. А у вас достаточно своих. Так что здесь просто сохраняйте спокойствие и оптимизм. Дорогие Водолеи, неделя будет интересная, поэтому я желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Все обязательно решится. Вы обязательно найдете выход из любой сложившейся ситуации в жизни. Вы воздушный знак, вы постоянно на позитиве, вы постоянно можете изменить свою жизнь. Пожалуйста, просто идите вперед, не останавливайтесь и не смотрите назад. Все у вас наладится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если случайно на него попали. Я желаю каждому Водолею еще раз крепкого здоровья и силы. Все непременно наладится. Всем до свидания.